Harihi Om. Hari Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So let us continue our study about discrimination. Так мы продолжаем изучение развлечения, способности развлечения. Слышно? Девушки, помогайте. Будьте на волне. Пожалуйста. So discrimination is Развлечение – это the cause of our evolutionary growth. growth. It is the cause. А развлечение является причиной нашего эволюционного роста. So our evolutionary growth, Наш эволюционный рост, it depends upon this, the use of discrimination. использует от нашего умения использовать, зависит от нашего умения использовать развлечения, силу развлечения. So man passes through discriminative and selective activity. Man passes through the discriminative and selective activity. Человек проходит через активность, через способность развлечения, через применение развлечения и отбора. From one experience to another experience. Переходя от одного опыта к другому. And this makes widening of the comprehension of the man. Widening to Это приводит к расширению comprehended, понимания, да, и это ведет к усилению, к расширению понимания человека. Through his experiences in life, через опыты своей жизни, he is provided with many choices. Он проходит через многие choices, испытания. В течение своей жизни, значит, ему приходится много раз выбирать, Which shift him, которые, make a shift, и это позволяет ему сдвинуться gradually, постепенно сдвигаться from the area of tangible aspects с территории или с поля напряжения. Tangible. Tangible means material. Material. Yeah. Постепенно смещаться от материального аспекта.
into that of the intangible, from tangible to intangible. Как это от материальных к нематериальных, от осязаемых к неосязаемым. And what is intangible is the spiritual aspect. И то, что неосязаемо, оно относится к духовному аспекту, духовным аспектам личности. Until he reaches that point И до тех in пор, his development, и до тех пор, пока он не достиг этой точки своего развития, when these intangible spiritual realities are more stronger, когда эта нематериальная духовная реальность становится более сильной, than those which were influencing him till now. то, что влияет на него сейчас, So his sense of values то есть его чувство ценности is no longer determined no longer determined. it is no Его чувство ценности еще до конца не определено, не развито. by the satisfaction of his instinctual animal nature. Вследствие его инстинктивной животной природы. Вследствие удовлетворения его инстинктивной животной природы. Because as long as he is in the animal or instinctual nature, Потому что до тех пор, пока он в своей животной или материальной природе, the sense of values are always determined by this nature in the mundane world. его ценности определяются вот этим материальным миром. Because it is determined by the activity of the senses. Потому что он определяется активностью органов восприятия, органов чувств. And also now it is no longer determined by his emotional desires. И также в настоящий момент она определяется его эмоциональными желаниями. Because the desires are on the emotional plane. Потому что эти страстные желания, эти сильные желания, они относятся к эмоциональному плану. And also it is no more determined by the appetites of the intellectual level. И также он определяется или ориентируется своим аппетитом на интеллектуальном уровне. And also it is not determined by his ambitions to acquire something. His ambitions. И также его амбициями это владеть, приобретать, и также его амбициями, стремлением что-то приобретать. That means all these levels, they lose their influence upon him. Это означает, что все эти планы влияют на него и руководят его активностью, его жизнью. Because previously, Потому что прежде all this is determined by one of these levels. Прежде чем все это будет не определено на одном из этих уровней или на всех уровнях. Он не может подняться на другой. До тех пор, пока не перестанет, или когда оно прекратит на него влиять. Такая же логика. Только тогда, когда все эти описанные притяжения на различных планах перестанут на него влиять, он сможет подняться к своей духовной природе, нематериальной природе. Так?
So, till that time, that his life experience is always confined only to the material level. А до тех пор вся его жизнь, она будет привязана к материальному уровню жизни. Then the sense of values are always in these aspects which were И discussed. тогда его понимание или чувство ценности будет полностью ориентироваться на этих материальных аспектах. But when there is a shift Но from the когда material to the spiritual, происходит сдвиг, смещение от материального к нематериальному, then there is higher values which are new, true and better. тогда, These values now, да, тогда, they are the new values тогда он приобретает новые ценности, and true values, и это истинные ценности. and they are better. И они лучше, And the higher values and standards, then now they start to appear. и высшие ценности теперь могут появляться. And he becomes attracted strongly, attracted strongly И он начинает чувствовать сильное притяжение, сильно притягиваться by the spiritual pull. к своему духовному полюсу. Then automatically И тогда автоматически the influence of these lower aspects, влияние этих низших аспектов it becomes weaker and weaker. становится все слабее и слабее. So from this what we can understand is, Из этого мы можем понять, when our perception shifts from the lower material things to the higher, to the spiritual когда aspect, наши предпочтения смещаются от низших материальных аспектов к более высоким нематериальным, then our values will change. тогда наши ценности меняются, то есть у нас происходит переоценка ценностей. Then we get a taste in the spiritual experience. И тогда мы приобретаем вкус к духовным ценностям, Then к духовному опыту. gradually the influence of the lower aspects gets. И с этого момента постепенно притяжение низших аспектов становится все более слабым и в конце концов исчезнет. That is what we see Это то, что мы можем in видеть the small book every day, what we are reading from the book. в этой маленькой книжечке, которую мы читаем каждое утро на медитации. He wrote, embrace the higher, don't fight with the lower. А они говорят, укройся, embrace, это укрыться, да? Ну, укройся, да? То есть идея понятна, я говорю слово embrace, umbrella, то есть укройся под выше. Обними выше, да, и, значит, Don't fight with the lower. И, не сражайся с низшим. Там есть такой афоризм: обнимись с высшим или обними выше, и не сражайся с низшим. Because when you try to fight with the lower, that makes you pull down. Потому что когда мы пытаемся сражаться со своей низшей природой, это притягивает нас вниз. So this is the real way of yoga. И то, что говорится, это настоящий путь йоги. So we have to train ourselves to shift our values тренировать себя так, чтобы наши ценности from the material aspect to the higher, to the spiritual. Смещались от материального аспекта к высшим духовным аспектам. Then the liberation from the lower will be quite natural and harmonious. И тогда наше освобождение от материального будет естественным и гармоничным. Достаточно естественным и гармоничным.
Now we are passing on to another aspect. И теперь мы переходим к другому аспекту. Understanding. Который называется понимание. Понимание. Understanding дословно стоять выше, смотреть сверху. Стоять над вещами, событиями. Where understanding exists, где существует, где находится понимание. one knows what stands under the things. A person knows what stands under the things which we come across. What stands under the things? Это значит стоять над чем-то, слово understand. And also the causes. What is the cause? Значит, в переводе с английского ли смысл такой, что это понимание сути и причина, то есть основы явления вещей и причина этих вещей, явлений. One knows the causes of errors. One knows one means the person knows the causes of errors. Error. Error. Когда ты знаешь причину errors, беспокойства, ошибок, errors. Тот, кто знает ошибки, причины ошибки, and how to rectify them, и как их очистить, и как от них избавиться, как их исправить, and the solution to the problem, и найти решение проблемы, and also the course to be followed. И также понять направление, курс, которому надо следовать. This is meaning of understanding, yes? Yes, this understanding. Значение этого слова понимания. Understanding enables us for all these things. Да, оно заключается в том, что мы должны понимать свои ошибки, знать их, знать причины их происхождения, почему они произошли, как от них избавиться, как очистить себя и в каком направлении нам необходимо двигаться для этого. Because when there is an error that occurs, when any error happens, потому что если какие-то ошибки происходят, so this understanding is required for us to know what is the cause. Понимание необходимо нам для того, чтобы понять, в чем причина ошибки. First we have to understand the cause, and then we have to know. Сначала нам необходимо понять причину, и потом мы сможем знать. Then we can know how to rectify the errors. Как мы можем исправить эту ошибку, эти ошибки. And then we can, through the understanding, we can find out what is the solution for the problem. И тогда на основе понимания мы можем найти, как нам можно решить проблему. То есть на основе понимания у нас появляется возможность понять, как решить эту проблему. And also we can understand what is the course to follow, to pursue. И также мы сможем понять, в каком направлении нам для этого двигаться. Необходимо двигаться.
Understanding permits us to have an achievement. Понимание позволяет нам достигать, да? Achievement. Ну, достигать. То есть сила понимания дает нам возможность достижения, достигать поставленной цели или задачи. And understanding comes from the mental and spiritual development. И понимание приходит с ментального, духовного развития. Because mostly we use the word understanding, but we don't have the complete comprehensive meaning of this. Потому что мы часто слышим и пользуемся этим словом, но у нас недостаточно полное его понимание его значения. And also understanding comes from study. Также понимание происходит из изучения, следствие изучения. And also from knowledge and experience. А также от знания и опыта. And also it comes from the apprehended truth, apprehended truth. И также это оно появляется от понимания того, что есть истинное, что есть правда. And also it enables us to make a discrimination. Также оно позволяет нам различать and to analyze и анализировать from identification with others. From identification, через сравнение с другими. Once more this phrase, from the identification with others. It makes it comes from the power to discriminate. То есть она не исходит от силы развлечения, and power to analyze, силы анализа, способности анализировать, from identification with others. От идентификации себя или идентификации себя с другими. С отождествления себя с другими. And also from freedom from emotion, emotional bias. И также вследствие свободы от эмоций. So all these are coming from understanding. All these understanding includes all these things. И это понятие понимания включает в себя вот все то, что мы сейчас перечислили. Ну да, это сравниваем, соотносим с отождествлением, comprehending, identification, это понимание или отождествление. А comprehending yes, but identification это отождествление. Отождествление себя с другими. Отождествление, сравнение, ну, это непростой понятийный аппарат, поэтому там спокойно. То есть через отождествление себя с другими, то есть как бы входить в положение человека, ну, по-русски. Ну, то есть мы стараемся, не спорим, а стараемся найти наиболее точные понимания. It's okay. Lack of understanding, недостаток понимания and poor judgment, это низкое judgment, что это? И неспособность рассуждать. It characterizes man, характеризует человека
and leads to self-destruction. It leads to И ведет self-destruction. к саморазрушению. Там неточно я It перевел leads фразу. to self-destruction. Lack of understanding. Недостаток понимания, Lack of understanding and poor judgment и недостаток суждения ведет человека к саморазрушению. it leads to self-destruction. Оно приводит его к саморазрушению. So the great need is an understanding of oneself. That is very Поэтому much. великая потребность или большая необходимость в том, чтобы хорошо понимать самого себя. Because if you try to understand everything, but if you cannot understand yourself, that is Потому что если мы стараемся понять все, но не пытаемся понять себя, not complete. то это понимание не будет полным, не будет совершенным. So understanding of oneself is also Поэтому very much needed. понимание самого себя, оно очень необходимо. And then understanding of others. И затем также понимание других. And also an understanding of life. И также понимание самой жизни, что есть жизнь, понимание жизни. Because Потому что a synthetic understanding, потому что синтетическое понимание, потому что синтетическое понимание and activity, и активность it is the key of existence. являются ключом к существованию. Синтетическое, синтезированное, не имеет значения, это как бы это характеристика способности. Where there is right understanding, Там, где есть правильное понимание, there is right action. там есть правильное действие. If right understanding is not there, then action cannot be a right action. И если нет правильного понимания, то и не может быть правильного действия. И нет правильного действия. And right understanding, И правильное понимание it impels the heart and will воздействует, является импульсом для сердца и воли. not impulse, not impulse, it impels. Impels. Представляет, да? Значит, правильное понимание представляет, It impels heart and will to apply pure love. представляет сердце и волю, и правильную любовь. Значит, правильное понимание позволяет сердечности, воле и любви проявляться. So to apply pure love and reason, Применяя чистую любовь и здравый смысл to all the aspects of life, ко всем аспектам жизни, in all circumstances. во всех обстоятельствах. Таким образом, применяем. And understanding leads to right personality. И понимание ведет к правильной личности. And right expression of the pure soul. И правильному выражению чистоты души, чистой души. And expression of spiritual will and spiritual love and spiritual wisdom. А также выражению духовной воли, духовной любви и духовной мудрости.